Конечно. Все мы сейчас желаем кушать, потому что утомились уже 4-й час. Но это, душа моя, Григорий Савич, не настоящий аппетит. Петр Николаевич, скоро ли вы? Я из-за вас 2-й лист порчу. Пишите, пишите, голубчик. Они вас обождут. Как закончите писать ваше особое мнение, так и поедете вместе обедать. Настоящий волчий аппетит бывает только после физических движений. Пишите, пишите. Тоже много значит воображение. Положим, вы едете с охоты домой и желаете с аппетитом пообедать. В это время никогда не надо думать об умном. Умное, да ученое всегда аппетит отшибают. Я раз по дороге закрыл глаза и вообразил себе поросеночка с хреном. Так со мной от аппетита истерика сделалась. Ну-с, а когда вы въезжаете к себе во двор, нужно, чтобы в это время из кухни пахло, знаете ли, этаким чем-нибудь... Жареные гуси мастера пахнут. Не говорите, душа моя, Григорий Савич. Утка или бекас гусю 10 очков вперед дадут. А забористее всего пахнет молодой лук. Когда он, знаете ли, начинает поджариваться и шипит, понимаете ли, подлец на весь дом. Когда вы входите в дом, то стол уже должен быть накрыт. А когда сядете, сейчас салфетку за галстук и эдак не спеша тянетесь к графинчику с водочкой. Да наливайте ее, мамочку-то, не в рюмку, а в какой-нибудь допотопный детский стаканчик из серебра. Или в этакий пузатенький с надписью «Его же и монаси приемлют». Да выпивайте не сразу, а сначала вздохнете, так ручки потрете, и равнодушно на потолок поглядите. И потом, не спеша, так медленно поднесете ее водочку-то к губам. И тотчас же у вас из желудка по всему телу искры. 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 А как выпили, сейчас же закусить надо. Послушайте, говорите потише. Я из-за вас 3-й лист порчу. Виноват, Петр Николаевич. Пишите, пишите. Я не буду. Закусить, душа моя, Григорий Савич, тоже нужно умеючи. Нужно знать, чем закусывать. Виноват. Самая лучшая закуска, ежели желаете знать, это селедка. Съели вы ее кусочек с луком и с горчичным соусом, сейчас же, немедля, пока еще в животе искры чувствуете, кушайте икру, как она есть. Да. А еще лучше рыжики соленые, ежели их мелко изрезать, и с луком, с прованским маслом. Объедение. Но налимья печенка – это трагедия.
Да. Для закуски гроши также того. Душеные белые грибы. Да, да. С лавровым листом, с луком, со всякими специями. Откроешь кастрюлю, а из нее пар, грибной дух. Так что даже иной раз слеза прошибает. Затем, как только из кухни приволокли кулебяку, нужно немедля, сейчас же по второй выпить. Иван Гурьевич, я из-за вас 4-й лист испортил. Черт его знает. Только об еде и думает. Неужели кроме грибов и кулебяки нет других интересов в жизни? Кулебяка. Кулебяка должна быть аппетитная, бесстыдная, во всей своей наготе, так, чтоб соблазн был. Подмигнешь на нее глазом, отрежешь этакой кусище и пальцами над ним пошевелишь от избытка чувств. Станешь ее есть, начинка сочная, жирная, с яйцами, с потрохами. 2 куска съел, а 3 к щам приберег. Как только с кулебякой покончите, благодетель мой, так велите сейчас же, чтобы аппетита не перебивать, щи подавать. Черт знает что. Щи должны быть горячие, огневые, а еще лучше борщок из свеклы на хохлядский манер. С сосисками, с ветчинкой. К нему подается сметана и свежая петрушка с укропцем. Великолепно также рассольник из потрохов и из молоденьких почек. Ну, а если вы любите суп, то из супов наилучший, который засыпается кореньями и зеленями, морковкой, спаржей, цветной капустой и всякой тому подобной юриспруденцией. Да, великолепная вещь. Побойтесь вы Бога, я это до вечера не напишу особого мнения. 5-й лист, 5-й лист. Петр Николаевич, виноват, виноват. Я буду потихоньку. Скушали вы борщок или суп? Сейчас же, благодетель мой, велите рыбное подавать. Из рыб безгласных. Наилучшее это жареный карась